Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях снова наш старый знакомый, философ, проповедник, путешественник, неповторимый Бхактивиданта Неми Махарадж. Здравствуйте, Махарадж. Здравствуйте. Вы, как всегда, сияете. Но вот последний год, который прошел в Украине, был, наверное, самый сложный из новейшей истории. На головы украинцев было вылито именно целые потоки лжи, неправильной агрессии, злости. Вот как нам в современном мире удержаться от этого потока, и чтобы наши сердца не черственели, и вот мы сами не заразились злом и агрессией по отношению к другим людям? Of course, when there's aggression, one can't always be passive. Всегда, когда идет большой поток агрессии, люди в основном пассивно его воспринимают. If an army attacks a country, then the country has to respond. Но когда армия атакует страну, страна должна отвечать. If there's aggressive false propaganda, that has to be counteracted. Но если есть агрессивная пропаганда, ей должен быть достойный ответ нанесен. That's one side. Это одна сторона. But the other side is how to avoid that having so much influence on the state of our consciousness. Но вторая сторона медали — это как не воспринимать вот это вот негативное влияние на сознание людей. Этот негатив. So I hear so many Ukrainians are naturally in a state of depression. Очень много украинцев сейчас в состоянии депрессии. This invasion, like a physical invasion and also a psychological invasion, or emotional invasion. Это не только, можно сказать, физическое вторжение, это психологическое вторжение, эмоциональное вторжение в страну. Tremendous violence, unexpected violence, actually. Это просто было неожиданное насилие. I was in shock when as the situation has developed over the months. Вот на протяжении этих месяцев, как развивалась ситуация, я был просто шокирован. So, but anything that happens in this material world, we understand that spirit is at the basis of everything. Но вне зависимости от того, что происходит в материальном мире, мы должны понимать, что базис — это внутренний мир, это эмоциональный мир. So we have to return, in order to maintain an equilibrium, balance, and we have to return to spirit. И чтобы сохранить равновесие, мы должны вернуться к духу. Because we actually, this material world, we're performing our activities here, but we don't actually belong here. It's not our real nature. Вне зависимости от того, что мы делаем в материальном мире, это мы ему не принадлежим. We're sitting in a studio now. We got complicated cameras and like that. They don't happen by themselves. Somebody has to make them. Вот мы сидим в студии сейчас, видим камеры, которые нас снимают, но они не сами снимают, кто-то ими руководит. Somebody has to make them as well. Кто-то эти камеры когда-то создал. It means we, human beings, living beings, we do something, we make things that matter can't make. Мы люди, мы человеческие существа, мы творим вещи. So we're spiritual beings, actually. Мы духовно творим. And to maintain equilibrium, we have to understand that the material world is out there and we have to keep a boundary. И чтобы вернуться в состояние равновесия, мы должны понимать, что материальный мир, он где-то там, но мы должны видеть эту границу. How to maintain that boundary is very difficult. Эту границу вот именно содержать, понимать очень тяжело. Because we're very tiny spiritual particles. Мы просто очень тонкие, так сказать, вот духовные частицы, очень маленькие. The Supreme Lord, absolute truth, we're parts of that absolute truth, but we're tiny, tiny parts. Вот есть верховная сила, Господь, которая есть высшая сила, а мы просто по сравнению с ним очень маленькие. So in order to keep that balance, we have to take shelter of the Lord, take shelter of the great energy, spiritual energy. И чтобы понять, чтобы удержать эту границу, мы должны открыть себя высшей правде, высшей энергии Господу. If we're faithful, if we trust the Lord, when we understand that everything
On the one hand, it's created, it's the situation as a result, it's coming from the Lord. Но при этом всем мы должны понимать, что это все создано, эта вся ситуация идет от Господа. So we have to accept that as a lesson. That's one thing. Первое – это то, что мы должны это принять как урок. It's a test. Это проверка нам. But also, if we look at it from a point of view of more responsibility, I understand that I'm responsible. In this situation, I'm responsible. Но если посмотреть с точки зрения ответственности каждого, я могу сказать, что мы все ответственны за это. Я тоже ответственен. First of all, I'm responsible for my feelings, my experience, and also how I react to the world. Я отвечаю за свои чувства, за свои эмоции, за то, как я отношусь к этой ситуации. But if we accept the principle of karma, then I have to understand that the whole situation around me, actually that's my karma. I am responsible. Если посмотреть на ситуацию с точки зрения кармы, мы должны понять, что это карма, мы все ответственны за это. And God has created this situation in such a way that I can learn and progress both materially and spiritually. И вот если Господь создал такую ситуацию, я должен понимать, что это урок мне, как в духовном плане, так и в физическом. Но выходит, Господь тогда хочет, чтобы погибали люди, чтобы кто-то страдал? Нет, no, He doesn't want. Нет, Господь этого не хочет. The Lord has His divine plan for material progress and spiritual progress. Для материального прогресса, для развития и для духовного развития. Material progress is meant to facilitate our spiritual progress. Материальное развитие, оно направлено на то, чтобы развивать духовность. But when unscrupulous people take over, then they make the profit motive, exploitation, they make that the main issue, the main activity. Но когда люди недостойные приходят к этому, берутся за это, которые видят перед собой только прибыль. So there's a divine plan for everybody to be happy materially and progress spiritually. И когда очень сложно, чтобы люди, которые готовы к духовному развитию, пришли к этому. There's a divine plan that everybody will be comfortable materially and also progress spiritually. Божественный план заключается в том, чтобы мы были богаты материально и точно так же богаты духовно. But people are getting in the way. Но люди ушли с этого пути. So they're obstructing the divine plan. Они рушат божественный план. It's not God's fault. Это не вина Господа. But the laws of it's not that He's punishing also directly personally. И это не его наказание вот именно к одному определенному человеку. But the laws of nature work in such a way that if we go against the laws of nature, then we suffer. Это закон природы, и вы понимаете, если мы идем против закона природы, мы будем страдать. Like, for example, if somebody commits a crime in the state, the president or the monarch doesn't personally punish the criminal. Вот, например, если кто-то совершает преступление, конечно же, президент или монарх, он не наказывает лично этого преступника. But it happens by the laws of the state. Those who commit crime, they're punished, they suffer. Но по законам государства тот, кто совершает преступление, он будет наказан, он должен быть наказан. In the state, sometimes that works and sometimes it doesn't work. Sometimes it's more effective than other times. В государстве это иногда работает, иногда не работает, но оно должно быть эффективным. But the laws of nature, there's no problem there. They work all the time. Но законы природы тем хороши, что у них такого нету. Они всегда работают. Like this body, it works all the time. Тело всегда работает. Matter is all the time working. The atoms don't take a holiday. Вот материальный мир, он всегда работает. Атомы, они не знают какого-то другого существования. Они всегда есть, они всегда работают. Atoms don't take a holiday. They don't take a break. Атомы не уходят в отпуск. So similarly, the laws of nature, they work all the time. Законы природы, они существуют всегда. So we need to, in order to maintain, to avoid too much influence from material nature, then we take shelter of the Lord. И чтобы как-то уйти от очень сильного влияния материального мира, мы должны прийти к Господу. Surrender. Просто сдаться Ему.
So on the one hand, it seems as though this present situation, it's a very negative situation, it's a very harmful situation. С одной стороны, может показаться, что эта вся нынешняя ситуация, она очень негативная, она очень вредная, она очень плохая. And some people say, well, you know, this is not good for spirituality. When we're victorious, then I'll take up spiritual life. И некоторые люди говорят, что не, это так, это плохо для моей духовности, для моего духовного мира. Вот мы дождемся победы, и тогда уже займемся духовностью. You can't turn God on and off like a light. Вы не можете Господа выключить или сделать громче, тише. Anyway, our context is spiritual all the time. Всегда контекст, это всегда духовный мир, это всегда духовность. So if we see from that point of view, actually a difficult situation is beneficial. Если с этой точки зрения посмотреть, то тяжелая ситуация, она всегда выигрышная. Because it's easy for me to say that. I'm sitting in a comfortable surrounding. I don't have a rifle in my hand. Ну, хотя мне проще сказать, я сижу здесь в комфортной среде, у меня нет винтовки, я не воюю. But if talking about the country as a whole, it's a good opportunity. Но говоря о стране в целом, это очень хорошая возможность. It's an opportunity for the country as a whole to turn to God. Это возможность для всей страны, для страны в целом вернуться к Господу. Take spiritual responsibility. Взять на себя эту духовную ответственность. I'm not talking about just going to church or just being religious. Я не говорю о том, что нужно идти в церковь или быть религиозным человеком. I'm talking about understanding what is the divine plan and what's the practical method for helping to fulfill that plan in society. Я говорю о том, что нужно понять, что такое, какой этот божественный план и что нужно сделать, чтобы его воплотить. Helping people to be very expert individuals in all spheres of life, material and spiritual. Чтобы индивидуумы, они понимали это вот в своей жизни, вот эту духовность. Helping them to be expert in all areas. Чтобы они стали экспертами во всех сферах. That's one side of the program, and the other side of the program is creating a positive culture in the country as a whole. Это первый момент. А второй момент – это создание позитивного круга, позитивной культуры в стране.